Клишес после слов Медведева напомнил, что мораторий на казнь ввел КС. Мораторий на смертную казнь в России ввел Конституционный суд, поэтому все органы государственной власти обязаны исполнять это постановление, заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и градостроительству Андрей Клишес, передает РИА Новости. Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом. Прокомментировал он слова заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева о том, что Россия может вернуть смертную казнь после приостановки членства в Совете Европы. Медведев сделал такое заявление после того, как в ночь на 26 февраля Евросоюз ввел санкции против него и других членов Совета Безопасности. Он предложил забыть о бессмысленных богадельнях и напомнил, что этот метод активно применяется в США и Китае. По словам Клишаса, люди могут придерживаться разных мнений, но ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС. Совет Европы решил ограничить право России в организации накануне, 25 февраля, из-за военной операции в Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию, и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся. В Советском Союзе и России до середины 1990-х годов смертная казнь считалась высшей мерой наказания, к ней приговаривали за совершение уголовных преступлений. Мораторий на нее ввели в 1997 году, когда Россия стала членом Совета Европы и подписала протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Его не ратифицировали, но смертную казнь в России не применяли с этого момента согласно Венской конвенции. Фактически к ней перестали прибегать в 1996 году. В 2009 году в стране продлили запрет на ее применение после постановления КС.